Приветствую, друзья! Продолжаю разбирать самые резонансные события, поэтому начну с самой горячей и обсуждаемой мировой новости. Соединенные Штаты Америки вводят огромные пошлины на товары, импортируемые из Китая. Напомню, что 2 апреля Дональд Трамп ввел новые ответные пошлины на продукцию, поступающую из 185 государств по всему миру. Первоначально Белый дом планировал, что пошлины на китайские товары составят 34%, и в ответ на это Пекин сразу же заявил о введении зеркальных пошлин, также в размере 34%. Однако, как стало известно, во вторник Белый дом сообщил, что меры будут ужесточены еще больше. По словам пресс-секретаря Белого дома Каролины Левит, которую цитирует Fox Business, уже в полночь со вторника на среду вступили в силу пошлины в размере 104% на товары, поступающие из Китая. Это решение вызвало широкий резонанс в политических и экономических кругах, поскольку подобные цифры являются беспрецедентными для отношений двух крупнейших экономик мира. США неоднократно уже предупреждали китайскую сторону, что в случае отказа от отмены повышения собственных пошлин последует новый этап давления, то есть дополнительные тарифные меры на китайский экспорт. Однако Пекин остался непоколебим. Министерство торговли КНР сделало жесткое заявление, цитата: «Если Соединенные Штаты Америки продолжат настаивать на своем, китайская сторона будет бороться до конца». Ранее решение Китая о введении ответной пошлин прокомментировал и президент США Дональд Трамп. На своей платформе в соцсети он написал, цитата: «Они сыграли неправильно, они запаниковали, а это единственное, чего они не могут себе позволить». При этом, комментируя не только китайские, но и введенные им самим пошлины на товары из других стран, включая страны Европейского Союза, Трамп защищает свою политику. Он уверенно заявил: «Для многих инвесторов, приезжающих в Соединенные Штаты Америки и вкладывающих огромные суммы, моя политика никогда не изменится. По мнению президента-республиканца, сейчас это идеальное время, чтобы разбогатеть как никогда раньше». Таким образом, ситуация между Соединенными Штатами Америки и Китаем стремительно обостряется, и новые меры могут серьезно повлиять не только на глобальную торговлю, но и на внутреннюю экономику многих стран, вовлеченных в цепочку поставок между двумя державами. А это, в свою очередь, как вы понимаете, повлечет мировой экономический кризис. Я вам детально буду о нем рассказывать в следующих видео, поэтому включите сейчас колокольчик и подпишитесь, чтобы не пропускать следующие новости. Прежде чем перейду к угрозе по ядерному оружию, хочу остановиться еще на одной важной новости – это миграция в Германии. Германия временно приостанавливает дальнейший прием беженцев в рамках программы переселения ООН, Организации Объединенных Наций. Это решение стало ответом на рост популярности ультраправой партии «Альтернатива для Германии», а также на серию жестких инцидентов с участием мигрантов. Об изменениях сообщило во вторник агентство ДПА, ссылаясь на Министерство внутренних дел Германии и Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев. При этом агентству Reuters не удалось получить официальные комментарии ни от Министерства, ни от представителей Управления Верховного комиссара по делам беженцев. Мы с вами видим, друзья, что миграция давно остается спорным вопросом в переговорах между участниками правящей коалиции, в частности между консервативным блоком ХДС и ХСС и социал-демократической партией Германии. Консерваторы с лидером Фридрихом Мерцем настаивают на более жесткой политике в отношении лиц, которые ищут убежище, что напрямую связано с усилением позиции альтернативы для Германии и общественным возмущением, вызванным последними инцидентами с мигрантами. По информации агентства Reuters, на сегодняшний день стороны достигли предварительного соглашения по прекращению добровольных федеральных программ приема беженцев там, где это возможно, и отказались от запуска новых инициатив. Хотя коалиционные переговоры пока не завершены, этот пункт уже зафиксирован в соответствующем документе. Этот механизм обычно предназначен для приема лиц без гражданства и беженцев разных национальностей из таких стран, например, как Египет, Иордания, Кения, Ливан, Пакистан и Ливия. В начале месяца Федеральное министерство внутренних дел Германии обнародовало статистику, из которой видно, что количество заявок на предоставление убежища в Германии начало снижаться. В сравнении с 2023 годом, в прошлом году, в 2024, число подобных заявок сократилось, внимание, почти на 30%. Уходящая с поста министра внутренних дел Нэнси Фейзер заявила,
что этот спад стал следствием усиления контроля на границах, а также введения новых общеевропейских правил, предусматривающих проведение процедур предоставления убежища именно на внешних границах Европейского Союза. Из отчета, опубликованного в начале апреля 2025 года, следует, что в 2024 году в Германии было произведено более 20 тысяч депортаций. Это на 55% больше, чем 2 года ранее. За последние 17 месяцев Федеральная полиция Германии зафиксировала аж 86 тысяч попыток незаконного пересечения границы, задержала 2000 контрабандистов и вернула обратно 50 тысяч человек. Поэтому, друзья, процедуры нелегальной миграции будут еще ужесточаться, и люди, которые пытаются незаконно въехать, будут разворачиваться еще на внешних границах Евросоюза. И теперь прием беженцев в рамках программы переселения ООН тоже не поможет, по крайней мере в Германии, а соответственно иммигрантов в Евросоюзе заметно поубавится. Следующая новость вызывает серьезное беспокойство в мире. Израиль выдвигает ультиматум Ирану. Если Тегеран не согласится на новое соглашение по ядерной инфраструктуре, то, как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, остается лишь военный вариант. Такое заявление он сделал, подводя итоги переговоров в Белом доме с Дональдом Трампом. Он подробно рассказал о завершившихся несколько десятков часов ранее переговоров с Дональдом Трампом. По словам израильского премьер-министра, американский лидер полностью разделяет позицию Израиля, то есть Тегеран не должен обладать ядерным оружием ни при каких обстоятельствах и точка. Нетаньяху подчеркивает, что договоренности с Ираном возможно достичь дипломатическим путем, однако если Иран будет отказываться идти на эти уступки, придется применить силовой сценарий, аналогичный тому, что был реализован в 2003 году, когда американские войска, по его словам, уничтожили и вывезли элементы атомной программы, которая тогда развивалась в Ливии. Цитата. «Мы входим, подрываем объекты, демонтируем все оборудование под американским контролем и командованием», уточнил Нетаньяху. Он также добавил, что военный вариант станет неизбежным, если Иран продолжит затягивать данные переговоры и избегать конкретных решений. Во время своего визита Биньямин Нетаньяху в Белый дом президент США Дональд Трамп тоже высказался по поводу переговоров с Тегераном о новом ядерном соглашении. По его словам, прямые переговоры с Ираном уже идут. Цитата. «У нас назначена очень важная встреча в субботу, и посмотрим, что из этого получится», сказал Дональд Трамп. Я думаю, все согласятся с тем, что достичь соглашения будет лучше, чем предпринимать то, что кажется очевидным. Очевидно, это не то, во что я хочу ввязываться. И, если честно, это не то, во что хочет ввязываться Израиль, если только этого можно избежать, заявил Дональд Трамп, подразумевая возможное применение военной силы со стороны Соединенных Штатов Америки. Тем временем позиция, озвученная Дональдом Трампом, резко контрастирует с официальными заявлениями иранского руководства. Верховный лидер Ирана Али Хаминеи ранее ясно дал понять, что не намерен участвовать в прямых переговорах с США. По его словам, любые обсуждения могут вестись исключительно через посредничество Омана. Друзья, а что вы думаете об ужасном коллапсе в мире, об обострении торговой войны между Соединенными Штатами Америки и Китаем? Кто из них победит? А также, как вы считаете, будет ли военный конфликт между Соединенными Штатами Америки и Ираном? Делитесь своими мыслями в комментариях. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропускать важные выпуски. До встречи и хороших вам новостей!